Привет, народ! Я гуляю по Китайскому району. У нас скоро весна. Смотрите, покажу немножко, погуляю. Заодно вам расскажу какую-нибудь историю о нашей жизни. Я вчера решил, думаю, надо сделать себе лучший компьютер. В каком плане лучше? Я даже объясню вам. Это у меня была, я месяца 3 назад когда-то купил видеоплату. Видеоплату для стационарного компьютера на 12 гигабайт памяти с двумя такими большими вентиляторами. Ну, в общем, такая игровая плата. И все время не говорит, да вот, когда-нибудь я типа куплю себе другой компьютер, поставлю туда эту игровую плату. И так она там и валялась, эта игровая плата. Ну, то есть она на полке стояла в коробке уже месяца 3 назад, как я ее купил, а то, может, и больше. И никогда я толком до нее руки не доходили, другого компьютера от руки не доходили. А у меня есть стационарный компьютер, которым я почти не пользуюсь для монтажа видео, потому что у него плохая видеоплата. А новую видеоплату туда не ставил по одной простой причине. А знаете по какой? Да потому что она туда физически не влазила. Вот в этот корпус физически не влазила эта плата. Хоть бери корпус, режь. Ну и прикидываете, думаю, вчера что-то меня стукнуло, пока ходил там по делам банковским. Вчера меня стукнуло такой вопрос. Думаю, не поставить ли мне эту видеоплату в мой компьютер, да и начать ею пользоваться. Почему? Потому что мой компьютер, в принципе, кроме видеоплаты, все остальное, у него материнская плата классная, у него 3 жестких диска. 3 жестких диска, имеется в виду один с SSD, на котором оперативная система стоит, Windows, там все. И еще 2 для всяких документов, фоток и всего на 5 терабайт. То есть один на 2 терабайта и другой на 3 терабайта. И микропроцессор современный, и 8 ядер на микропроцессоре, прикидываете, да? А вот видеоплата хреновая. И я прикинул, раз та не влазит, надо просто пойти купить другой корпус, куда будет все влазить. Заказал корпус, привезли после обеда, пошел, взял этот корпус, а он, оказывается, еще меньше, чем мой. Единственное, в чем его прикол, там все расположение совсем по-другому. Там очень долго и нудно, я думал, куда диски засунуть. И 2 можно было прикрутить, а 3 пришлось просто так положить прямо на поролонку между 2. И таким образом я вчера начал переделывать свой компьютер. Так вот, некоторые, которые могут столкнуться с такой же проблемой, как и я вчера столкнулся, когда это все переделал. А вы пока посмотрите, сколько стоят всякие сушеные плюшки в китайском районе. Тут цен нету. Но зато посмотрите, что есть. Вот, кстати, грибы. Цены с другой стороны, но я вам сразу скажу, тут что грибы, что золотые слитки одинаково стоят в Аргентине. Ну, вот сушеные грибы. Так что можете не думать, что тут так дешево это все. И собирал я этот компьютер, разбазарил свой, который корпус решил старый выкинуть, хотя у меня еще запчасти лежат на целый компьютер собрать. Ну а нафига он мне? Вставил этот, с горем пополам все туда примонтировал, расположил, включаю. Ну, так как плата новая, надо установить драйвер. И вот пока драйвер не установлен, видео на мониторе есть. Начинаешь устанавливать драйвер, и видео на мониторе, начинает монитор гаснуть. После того, как драйвер, только вот последние установки драйвера, видео на мониторе гаснет, монитор выключается, мигает, как будто на него нет сигнала, и все пропадает. Ставишь другую плату, старую, и видео есть, и все отлично. И как бы думаешь, ну а в чем прикол? Вот как бы отгадайте, в чем прикол, да? Когда вот берешь новую плату, потом захожу на старой плате, видеокарте, на старой видеокарте, будем так называть, и отключаю все драйверы новой видеокарты, удаляю их полностью, ставлю новую видеокарту снова. На мониторе изображение есть. После чего ты заходишь на официальный сайт, который сделал видеокарту, берешь драйвер, начинаешь его устанавливать на последних шагах установки. Он перемигивает пару раз и пропадает полностью изображение на мониторе. Ё-моё, ну прямо какая-то, как бы это самое, прикол. То есть думаешь, ну в чем прикол, вот, да? То есть если бы его совсем не было, ты мог бы грешить там на видеокарту. Драйвер, ну не может быть, чтобы вообще вот полностью не это самое не было.
А потом я вспомнил, у меня когда-то такой фокус был. И вот я почему и рассказываю про это, потому что вдруг у вас такой же самый фокус может случиться. Кажется, нет, но он случается. У меня один раз такое было, я вчера испробовал, и так и получилось. Надо заменить просто кабель соединительный между видеокартой и монитором. Не поверите, но это срабатывает. Взял другой кабель и на драйверах, на новых, на всем, все пошло отлично, в прекрасном, так сказать, этом. И теперь у меня получился... Когда-то почему так пошло, потому что я когда-то пробовал этот монитор, свой большущий, подключать еще до своего ноутбука, на котором я монтирую видео 4К. И он у меня как дополнительный монитор. И вот когда я брал его одним кабелем подключал, он не соединялся с ноутбуком. Когда другим, он соединялся. Вот я вспомнил эту историю. Взял тот кабель, которым я пользуюсь около ноутбука, и все пошло превосходно. Вот кажется, нет, сразу даже не догадаешься, что может быть такой фокус. А почему сразу не догадаешься? Потому что если бы он изначально не включался, ты бы подумал, что это может быть какой-то соединительный кабель. Но если он включается и работает до установки драйвера, а после установки драйвера не работает, кажется, фишечка, но она такая. Так, что у нас тут? Это я гуляю под мостами и показываю тут всякие ресторанчики, все, видите? Написано «por favor no tocar», ну типа не берите его руками. Да, ну и заодно не кушайте сразу, понимаете, да, что кушать тоже лучше не надо. Потому что это бутафория. Если кто-то подумает, почему нет людей и все такое, не забывайте, еще только 9 утра, пятница, 9 утра. Соответственно, в таком прогулочном районе, где продают шаурму и все, людей еще нет. Люди начнут собираться хотя бы часов 12. Еще только вот открываются столики, выносят, смотрите, видите. Люди только-только начинают расставляться. Но зато потом тут будет толпа, в субботу-воскресенье вообще толпище будет, что тут не пройти в этих местах. Здесь очень таки нормально сделали. Раньше у нас была железная дорога по земле. Здесь были вот в этих всех местах были шлагбаумы. И эти шлагбаумы поубирали, чтобы машин заторов не было. И железные дороги поездов пригородных подняты на вот такие вот, вот туда вот подняты, видите? И там еще звукоизоляция специальная. И поезда теперь ходят сверху. А под низом, там где раньше было железной дорогой, было всегда как бы немножко, знаете, опасно девушкам самим ходить. Вечно бомжи какие-то жили около железных дорог, все. Теперь вот построили вот такое. То есть поезд ходит сверху, здесь ресторанчики, здесь торговые точки, здесь гуляют. И еще не достроили до конца. Потому вы увидите, что еще строители работают, плитку ложат. Идут от Китайского района и в две стороны гонят все это под мостами. Пока мосты не закончатся, до тех пор будет строиться. Вот сейчас поезд идет сверху, слушаем. Вот. То есть вот так вот облагородили. Обещали везде, весь Буэнос-Айрес поднять поезда, но подняли не везде. То есть на самых окраинах Капиталь-Федераля, там еще поезда есть, где пару шлагбаумов я видел. Но в основной своей массе вот от центра и аж до окраин Капиталь-Федераля, центра Буэнос-Айреса, конечно, все поубирали. Теперь нет шлагбаумов, теперь вот так вот. А у вас тоже так вот интересно устраивается, видите? Сейчас порасставляются ресторанчики, и все будет круто. Вы заметили, да, что скоро у нас будет весна? Там я вам показал одно дерево, вот сейчас мы подойдем, другое дерево, которое зацветает. В провинциях, в некоторых, смотря какая провинция, ну, допустим, Корриентес, там уже давно расцвели эти самые деревья, типа лапачо там цветет такое. Здесь вот это наподобие абрикоса, я точно не знаю, как это дерево называется. Ну, в парках уже такие вот абрикосы цветут, все. Весна когда? Я вам сейчас скажу, когда весна. Весна у нас по календарю наступает 21 сентября. Вот сегодня 12, через 10 дней у нас будет весна. А сейчас у нас еще зима, холод, 20 градусов всего-навсего. Ну, я имею в виду тепла. Да? Видите, у нас очень много
видите, у нас русских семей сейчас больше, наверное, чем в России. В основном это молодые семьи. О, уже отцвело дерево, смотрите. С детьми. Два годика назад у нас была куча девушек беременных, а теперь уже очень мало в основном беременных, в основном все уже с колясочками. Так что все уже аргентинцы они. Так как у нас родился в Аргентине, являешься аргентинцем. Хочешь, чтобы родители стали аргентинцами? Раньше они автоматом становились, а теперь нет. Теперь они тоже могут стать, но только им надо безвылазно посидеть в Аргентине 2 года. Так как многих это не устроило, остались только те, кто хотят действительно быть в Аргентине. А остальные быстренько побежали в Бразилию, в Уругвай, ну, во все остальное. Вот. Ну что, вот так я начинаю свою пятницу. Сегодня я решил не идти на спорт, так как я уже на этой неделе 3 раза был на спорте, 3 дня, таскал свои штанги и все остальное. Сегодня решил сделать выходной. Тем более, что у меня вчера был каламбурный очень день. Очень такой, что я не сделал то, что хотел. Я был не так давно на рыбалке. И до сих пор, вот уже 2 дня, как не сложил свое рыбальское видео. Так что всем пока, ребята. Ждем следующих видео и трансляций, кстати, в том числе. А я пойду складывать это. Пока.